Всем привет! Вы на канале Momo Snail. Тут мы вместе учимся вязать спицами и крючком и просто вдохновляемся. На моем канале вы можете встретить уроки отдельных техник по вязанию, так и полноценные мастер-классы полного изделия. Предлагаю вам связать вот такую сумку крючком. Она небольшая, всего до 20 сантиметров. Я предлагаю ее носить через плечо. Мы с вами провяжем длинную ручку, но вы, конечно, можете экспериментировать как вашей душе угодно. По этой технике я связала две сумки. Одну из рафии и другую из шнура Пэш. Как вы видите, они получились абсолютно разные. На рафии данный узор немножечко закручивается, чем делает сумку тоже довольно интересной. А вот сумка из полиэфирного шнура получилась довольно простой. Она, конечно, тяжелее, чем сумка из рафии, но тем не менее она тоже очень милая. Теперь переходим к материалам, из чего мы будем вязать сумку. В этом мастер-классе я буду вязать из полиэфирного шнура. В моем случае это шнур 1 мм, тонкий, мягкий и хорошо ложится на узор-косичку. Таких мотков у меня ушло 1,5 штуки. Производитель уверяет, что в мотке 150 грамм, но метраж он, к сожалению, не дает. Покупала я эту пряжу за границей через интернет-магазин. Я вам рекомендую найти любой полиэфирный шнур. Главное, чтобы он был без сердечника, 1-2 мм. Думаю, что примерно метров 300 вам хватит. Если вы надумаете вязать из рафии, то таких мотков у меня ушло 4 штуки. Также метраж производитель не говорит, но на вес это примерно 10 грамм. Вам также понадобится крючок, подходящий под вашу пряжу. В моем случае, так как я вязала из шнура Пэш 1 мм, мне подошел крючок 4,5 мм. Также нам понадобятся ножницы, трикотажная игла, рулетка и маркеры, чтобы отмечать начало ряда вязания. Также в своем мастер-классе я буду пришивать вот такую фурнитуру для сумки. У меня это 2 на 2 сантиметра вот такие колечки, 2 штуки. Если у вас их нет, можно будет ручку пришить сразу к краям сумки. Также в сумке я использовала магнитную застежку. Она примерно чуть меньше 2 сантиметров. Так как дно сумки у нас круглое, поэтому мы первым делом должны сделать кольцо амигуруми. Вставляем крючок, захватываем рабочую нить, перекрутили и снова захватили эту же самую рабочую нить с пальчика и продели ее через образовавшуюся петельку. Подтянули кончики и делаем еще 2 воздушных петли. 1 и 2. Это наш первый столбик, состоящий из 3 воздушных петель в первом ряду. Всего столбиков у нас должно быть 14 штук. Остальные столбики мы делаем с накидом. Делаем накид, вставляем в кольцо, захватываем рабочую нить и провязываем обычный столбик с накидом. Снова делаем накид, вставляем крючок в кольцо, захватываем рабочую нить, снова захватываем рабочую нить и продеваем сначала через 2 петли с крючка и снова через 2 петли с крючка. И таким образом провязываем столбики с накидом, чтобы всего их было 14 штук, включая вот этот наш первый столбик подъема.
Итак, проверили, чтобы у нас было 14 столбиков, включая наш первый. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И теперь нам нужно стянуть круг. Беремся за кончик и затягиваем как можно туже. Главное не порвать нитку. Затягиваем так, чтобы не было посередине большой дырочки. И уже на этом этапе можно спрятать кончик. Вот здесь. Берем трикотажную иглу, вставляем в нее кончик нити и теперь прячем нашу нитку вот здесь по кругу. Мы спрятали наш кончик, и теперь нам нужно соединить первый ряд. Для того, чтобы соединить первый ряд, мне необходимо вставить крючок в третью петлю первого столбика подъема, вот сюда. Теперь я захватываю рабочую нить и продеваю одновременно через две эти петли. И вот мы с вами закончили первый ряд. Во втором ряду у нас будут везде прибавки, но прибавки интересные. У нас будет один столбик с накидом и один лицевой рифленый столбик с накидом. Сейчас покажу как. Первый столбик мы делаем также подъемный, состоящий из 3 воздушных петель. 1, 2 и 3. Вешаем маркер. Это нам поможет в дальнейшем для соединения ряда. И вот мы сделали первый столбик над столбиком, который также состоял из 3 воздушных петель. И сюда же нам нужно сделать второй столбик рифленый. Для этого мы делаем накид и вставляем крючок за стенку столбика. Вот таким образом. Теперь мы захватываем рабочую нить и продеваем. Далее провязываем, как обычный, столбик с накидом. И вот у нас получилась вот такая вот прибавка над первым столбиком с первого ряда. Дальше в первом ряду у нас шел следующий столбик, и мы делаем обычный столбик с накидом под шляпку, делаем накид, вставляем крючок вот сюда
И провязываем обычный столбик с накидом. И теперь мы должны сделать рифленый столбик. Для этого я делаю накид и вставляю крючок за стенку столбика с первого ряда. И провязываю столбик с накидом. И так продолжаем до конца ряда. Делаем накид, вставляем крючок под шляпку следующего столбика с первого ряда, захватываем рабочую нить и провязываем столбик с накидом. И теперь делаем рифленый столбик. Накид, завожу крючок за стенку столбика с первого ряда и провязываю, как обычный, столбик с накидом. И вот мы с вами уже подошли к концу второго ряда. Мне осталось провязать еще 2 столбика. Один столбик с накидом и один рифленый столбик. Делаю накид и провязываю столбик с накидом. И теперь заканчиваю рифленым столбиком с накидом. Обязательно проверьте себя. Во втором ряду у нас должно быть всего 28 столбиков. Это включая столбики с накидом, рифленые столбики и первый наш столбик подъема. Если все правильно, то заканчиваем ряд. Убираем маркер. И сюда же мы сейчас будем вставлять крючок. Захватываю рабочую нить и продеваю через 2 петли сразу. И вот мы с вами закончили второй ряд. Третий ряд у нас сейчас будет выглядеть следующим образом. Там, где во втором ряду у нас были столбики с накидом обычные, здесь мы будем делать прибавку из 2 столбиков с накидом. То есть будем провязывать 2 столбика за одно ушко.
Там, где у нас был рифленый столбик, мы будем продолжать провязывать рифленый столбик. Сейчас все покажу. Делаем первый столбик подъема, состоящий также из 3 петель. 1, 2 и 3. И надеваем маркер. Вот у нас уже как бы первый столбик здесь есть. Теперь нам нужно провязать сюда второй столбик с накидом. Делаем накид и провязываем сюда же столбик с накидом. Дальше у нас во втором ряду был рифленый столбик, за него мы также провязываем рифленый столбик. Заводим крючок за стенку столбика, захватываем рабочую нить и провязываем столбик. Вот мы с вами провязали первую секцию. Здесь снова делаем то же самое. Делаем столбик с накидом над столбиком с накидом со второго ряда. Сюда же еще один столбик с накидом. И теперь следующий столбик, вот у нас идет рифленый столбик со второго ряда, делаем также рифленый столбик. Заводим крючок за стенку столбика и провязываем. Повторим еще раз. Сюда провяжем 2 столбика с накидом. Один. И 2. И здесь рифленый столбик. И так мы с вами вяжем до конца ряда. Встретимся вот здесь. И вот мы с вами уже заканчиваем 3-й ряд. Я на последнем секторе. Мне осталось сделать еще 3 столбика. 2 столбика прибавку и 1 рифленый. Обязательно проверяем себя. У нас должно быть в 3-м ряду 42 столбика. Это включая первый столбик подъема, обычные столбики с накидом и рифленые столбики. Если все верно, заканчиваем ряд. Я вставляю крючок там, где у меня был маркер, захватываю рабочую нить и провязываю через 2 петли сразу. И вот мы с вами закончили 3-й ряд. Обратите, пожалуйста, внимание, что с каждым последующим рядом между рифлеными столбиками
у нас увеличивается на один столбик с накидом. Вот во втором ряду у нас был один столбик с накидом между рифлеными, а в третьем ряду два столбика с накидом. И в третьем ряду у нас уже будет 3 столбика с накидом между двумя рифлеными столбиками. Поэтому вязать мы третий ряд будем следующим образом. Над первым столбиком с накидом у нас будет один одинарный, а во втором у нас будет прибавка. Здесь мы сделаем 2 столбика с накидом. Везде, где у нас были рифленые столбики, мы также будем провязывать рифленые столбики. Сейчас все покажу. Точно так же провязываем первый столбик подъема, состоящий из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Прикрепляем маркер. И вот у нас уже есть первый столбик над первым столбиком с третьего ряда. Теперь нам нужно провязать 2 столбика над вторым столбиком с третьего ряда. Я делаю накид, вставляю крючок вот сюда. И сюда же я должна провязать еще один столбик с накидом. Теперь рифленый столбик. И вот мы провязали первую секцию 4-го ряда. Давайте повторим еще раз. Здесь мы провязываем один столбик. Над следующим столбиком мы провязываем 2 столбика с накидом. И теперь рифленый столбик. Итак, мы с вами вяжем до конца ряда. Встретимся вот здесь. Мы с вами подходим к концу 4-го ряда, и я заканчиваю последний сектор. Сюда я провязываю один столбик с накидом, в следующий 2. И сюда же второй. И последний рифленый столбик. Обязательно проверяем себя, чтобы между каждым рифленым столбиком у нас было по 3 столбика с накидом. Так проще себя проверить. Но всего в 4-м ряду у нас должно быть 56 столбиков, включая рифленые, обычные столбики с накидом и наш первый столбик подъема. Если все у нас верно, соединяем ряд.
И вот мы с вами закончили 4-й ряд. В 5-м ряду между рифлеными столбиками у нас уже будет 4 столбика с накидом. Делаем первый столбик подъема, состоящий из 3 воздушных петель. 1, 2 и 3. Я прикрепляю маркер. Вот первый столбик у нас уже есть. Следующий столбик я провязываю над следующим столбиком с 4-го ряда. Вот у нас первый столбик, над ним у нас уже столбик имеется. Вот следующий. Вставляю крючок под шляпку. И сюда я провязываю одинарный столбик с накидом. И в последний столбик перед рифленым я буду провязывать прибавку. Делаю накид. Первый столбик и сюда же я провяжу сейчас второй столбик. Теперь провязываю рифленый столбик. И вот мы провязали первую секцию 5-го ряда. Давайте повторим еще раз. У нас должно быть следующим образом: один столбик, один столбик и здесь 2 столбика. И в последний я сейчас провяжу прибавку. Один и сюда же второй. И теперь рифленый столбик. Итак, мы с вами вяжем до конца ряда. Встретимся вот здесь. И вот мы с вами заканчиваем 5-й ряд. Один столбик. Второй столбик. Третий столбик и сюда же 4-й столбик. И последний я должна сделать рифленый столбик. Напоминаю еще раз себя проверить. Между рифлеными столбиками у нас должно быть по 4 столбика с накидом. И всего в 5-м ряду у нас должно быть 70 столбиков с накидом. И рифленых, и обычных, и вместе с нашим столбиком подъема. Если все верно, соединяем ряд. И вот мы с вами закончили 5-й ряд. И вот мы с вами уже на 6-м ряду.
И здесь между рифлеными столбиками у нас уже будет 5 столбиков с накидом. То есть 3 столбика с накидом, и в конце будет прибавка. Давайте начнем. Делаем также столбик подъема, состоящий из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Я прикрепляю маркер. Это у нас первый столбик. Второй. Третий. И здесь у нас будет прибавка, то есть 2 столбика в одно место. Четвертый столбик и 5 сюда же. Теперь вяжем рифленый столбик. Давайте повторим еще раз. Делаем накид. Провязываем первый столбик. Второй. Третий. Четвертый и 5 сюда же. Теперь провязываем рифленый столбик. Делаем накид, вводим крючок за стенку рифленого столбика с нижнего ряда и провязываем столбик с накидом. И так продолжаем вязать до конца ряда. Встретимся с вами здесь. Вот мы с вами заканчиваем 6-й ряд. И сюда же последний столбик. И еще провяжем рифленый столбик с накидом. Давайте еще раз себя проверим, чтобы между рифлеными столбиками у нас было везде по 5 столбиков с накидом. И всего столбиков у нас должно быть 84. Если все верно, соединяем ряд. И вот мы с вами закончили 6-й ряд. В 7-м ряду между рифлеными столбиками у нас должно быть 6 столбиков с накидом. Делаем первый столбик из 3 воздушных петель. 1, 2,
3. Я прикрепляю маркер. Вот это у нас первый столбик. Второй столбик. Третий столбик. Четвертый. Пятый и шестой я провязываю сюда же. Теперь рифленый столбик с накидом. Давайте провяжем еще раз. Накид. Первый столбик. Второй. Третий. Четвертый. Пятый и шестой сюда же. И провязываем рифленый столбик с накидом. Итак, мы с вами вяжем до конца ряда. Встречаемся здесь. Заканчиваем 7 ряд. Сюда делаем прибавку. Первый столбик и сюда же провязываем второй. Заканчиваем рифленым столбиком. Итак, не забываем себя проверять, чтобы между рифлеными столбиками у нас было везде по 6 столбиков с накидом. Всего в 7 ряду должно быть 98 столбиков. Если все верно, соединяем 7 ряд. И вот мы с вами закончили 7 ряд. В 8 ряду у нас уже будет между рифлеными столбиками 7 столбиков с накидом. Делаем первый столбик подъема. Я прикрепляю маркер. Это у нас первый столбик. Второй. Третий.
4, 5, 6 и сюда же 7. Вяжем рифленый столбик с накидом. Давайте повторим еще раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и сюда же провязываем 8 столбик. И провязываем рифленый столбик с накидом. Итак, мы с вами продолжаем вязать до конца ряда. В 8 ряду всего у нас должно быть 112 столбиков. Встречаемся с вами вот здесь. Заканчиваем 8 ряд. И сюда 2 столбика. Завершаем рифленым столбиком. Не забывайте себя обязательно проверить. Если все верно, соединяем 8 ряд. И вот мы с вами закончили 8 ряд. В 9 ряду между рифлеными столбиками у нас уже будет 8 столбиков с накидом. Всего в 9 ряду должно быть 126 столбиков. Начинаем с первого столбика подъема. 1, 2, 3 воздушных петли. Надеваем маркер. Это наш первый столбик в ряду. Второй.
третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и сюда же провязываем восьмой. Провязываем рифленый столбик с накидом. Давайте провяжем вместе еще раз. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и сюда же мы с вами провяжем восьмой столбик. Провязываем рифленый столбик с накидом. Продолжаем так вязать до конца ряда. Встретимся с вами здесь. Заканчиваем 9 ряд. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой провязываем сюда же. Заканчиваем рифленым столбиком. И соединяем ряд. Это был последний ряд дна сумки. Обязательно себя проверьте, чтобы не было ошибок, чтобы между рифлеными столбиками у нас было по 8 столбиков везде. Если у вас где-то будет ошибка,
то узор на стенках сумки у нас не сложится. Итак, перед тем, как начать вязать стенки сумки, я рекомендую уже готовую часть отпарить утюгом. Диаметр нашей сумки получился примерно 22 сантиметра. Так дно сумки выглядит с лицевой стороны и так с изнаночной. Переходим к стенкам сумки. Сейчас мы уже переходим к стенкам сумки. И здесь я попрошу вас быть чуточку внимательнее. Узор на стенках сумки у нас, конечно, изменится. Вот эти прожилки у нас так и будут продолжать идти на стенках сумки. Но здесь у нас появится такая косичка. Нам придется сейчас вязать как лицевые рельефные столбики, так и изнаночные рельефные столбики. Так, обнуляем с вами счетчик, и сейчас у нас будет первый ряд стенок сумки. Итак, делаем первый столбик подъема, но здесь он у нас будет состоять из двух воздушных петель. 1 и 2. Теперь делаем изнаночный рельефный столбик. Я делаю накид и завожу крючок за полотно, вставляю в первый столбик с прошлого ряда, вот сюда, который состоял из 3 воздушных петель, и ввожу крючок вот таким образом. Захватываю рабочую нить и вывожу ее. Далее провязываю, как обычный, столбик с накидом. Теперь нам нужно провязать точно такой же изнаночный рельефный столбик с накидом, но следующий столбик с прошлого ряда. Делаю накид, завожу крючок за полотно вот таким образом. Захватываю рабочую нить и далее провязываю, как обычный, столбик с накидом. Далее мы будем делать перекрещивание из лицевых рельефных столбиков с накидом. И перекрещивание у нас будет над 4 вот этими столбиками с накида с прошлого ряда. Делаем накид, вводим крючок, отсчитываем 3 столбик. Вот эти мы уже провязали. Далее отсчитываем 3 столбик. 1, 1, 2 и 3. Нас интересует сейчас вот этот 3 столбик. И я ввожу крючок спереди полотна, так как у нас рельефный столбик лицевой. Вот таким образом. Захватываю рабочую нить и провязываю столбик с накидом. Теперь мне нужно провязать такой же лицевой столбик с накидом, но вот за вот этот столбик с предыдущего ряда. Делаю накид, ввожу крючок спереди полотна, захватываю рабочую нить и провязываю столбик с накидом. И как вы видите, у нас осталось не провязано еще 2 столбика, предыдущие 1 и 2. И сейчас мы будем провязывать за них. Сначала мы провяжем за самый дальний, вот этот, а потом за вот этот. Делаем накид,
Вот они у нас 4 столбика с нижнего ряда. И нам нужен вот этот первый. Завожу также спереди полотна. Захватываю рабочую нить и провязываю столбик с накидом. Так. И у нас вот остался не провязанный второй столбик с нижнего ряда. Также делаем накид, вставляем крючок спереди полотна и провязываем лицевой рельефный столбик с накидом. И вот у нас получилось вот такое вот перекрещивание. Далее за вот эти 2 столбика с прошлого ряда мы сейчас будем провязывать 2 изнаночных рельефных столбика с накидом. Как мы это делали вот здесь в начале ряда. Я делаю накид, завожу крючок за полотно, за столбик. Вот таким образом. Захватываю рабочую нить и теперь провязываю столбик с накидом. И точно такой же столбик мы сейчас провяжем за следующий столбик с прошлого ряда. И вот мы почти закончили первую секцию. И теперь мы провязываем обычный лицевой рельефный столбик. Делаю накид, завожу спереди полотна крючок. И провязала. Давайте повторим еще раз. Первые 2 столбика мы провязываем здесь 2 изнаночных рельефных столбика, здесь и здесь. Заводим за полотно. И провязываем. Второй столбик повторяем точно так же. Теперь над 4 вот этими столбиками мы сейчас будем делать перекрещивание. Делаем накид, отсчитываем 3-й столбик, 1, 2, 3. Нас интересует 3-й. Так как у нас лицевой рельефный столбик, мы крючок вводим спереди полотна, захватываем рабочую нить и провязываем столбик с накидом. Следующий мы провязываем в 4-й столбик. Вот 1, 2, 3, 4. 4-й. Делаем накид, вставляем крючок также спереди полотна в 4-й столбик. И провязываем столбик с накидом. Далее мы сейчас будем провязывать также лицевой рельефный столбик с накидом за 1-й столбик с прошлого ряда. Вот он. Делаю накид.
И у нас остался последний непровязанный столбик с прошлого ряда, это второй. Вот они у нас 4, 1, 2. Вот он. Нас интересует вот этот второй столбик. Я делаю накид, ввожу крючок также спереди полотна и провязываю столбик с накидом. И вот у нас получилось второе перекрещивание. Далее мы с вами должны провязать 2 изнаночных рельефных столбика с накидом. 1 и 2. За полотно. И также в последний столбик в этой секции. Делаем накид, за полотно крючок, и заканчиваем лицевым рельефным столбиком с накидом. Перед полотном. Вот так. Пожалуйста, следующие секции провяжите самостоятельно до конца ряда. Встретимся с вами вот здесь. И вот мы с вами уже заканчиваем первый ряд. Делаем с вами вместе последнюю секцию. Я делаю накид. Первые 2 у меня изнаночные рельефные столбики. То есть за полотном. Это первый столбик. И вот второй столбик. Также вводим крючок за полотно. Вот таким образом. Мы с вами будем сейчас провязывать перекрещивание над следующими 4 столбиками с предыдущего ряда. Я делаю накид. 1, 2, 3. Отсчитала 3-й столбик. Ввожу крючок спереди полотна. Захватываю рабочую нить. Вытягиваю немножко. И провязываю столбик с накидом. Далее делаю накид, вставляю крючок также спереди полотна в 4-й столбик, вот он следующий. Подтягиваю немного и провязала. Снова делаю накид, теперь в 1-й столбик. И у нас остался непровязанный 2-й столбик. Делаю накид, вставляю крючок и провязываю последний столбик. И теперь провязываем 2 изнаночных рельефных столбика с накидом. За полотно.
И теперь нам нужно провязать лицевой рельефный столбик с накидом. Прошу обратить ваше внимание. Сейчас на каждой секции между вот этими прожилками у нас получается по 8 рельефных столбиков. Тут 8, тут 8, тут 8 и так везде. Это 2 в начале и 2 в конце рельефные изнаночные у нас столбики и 4 лицевые рельефные столбики, которые перекрещены. И прошу обратить ваше внимание, в начале ряда, когда мы вязали первый столбик подъема, состоящий из 2 воздушных петель, здесь он полноценным столбиком не считается. Здесь он как бы примыкает к первому изнаночному рельефному столбику. Во втором ряду я покажу, как мы будем их обвязывать. Сейчас нам нужно с вами завершить первый ряд. Для этого нам нужно вставить крючок под шляпку первого изнаночного рельефного столбика. Вот у нас рельефный этот первый столбик. И вводим под его шляпку крючок. Захватываем рабочую нить и провязываем через 2 петли сразу. И вот мы с вами закончили первый ряд. Начинаем с вами второй ряд. Во втором ряду мы сейчас с вами там, где у нас было перекрещивание, мы будем провязывать ровные лицевые рельефные столбики. То есть здесь будет у нас 2 изнаночных рельефных столбика, затем 4 лицевых рельефных столбика, просто без перекрещивания, мы их ровно будем делать. И в конце 2 также изнаночных рельефных столбика. Ну и прожилки мы также провязываем, не забываем провязывать их лицевыми рельефными столбиками. Сейчас все покажу. Мы делаем первый столбик подъема, состоящий из 2 воздушных петель, 1, 2. Напоминаю, что за столбик он у нас не считается. И теперь нам нужно, чтобы здесь было точно так же у нас 2 изнаночных рельефных столбика. Теперь нам нужно провязать первый изнаночный рельефный столбик. Для этого мы делаем накид, заводим крючок за полотно, вставляем его вот сюда. И теперь нам нужно обхватить первые 2 вот этих столбика. Вот этот вот первый столбик, состоящий из 2 воздушных петель. И вот этот первый изнаночный рельефный. Мы так будем делать только в самом начале ряда. Захватили рабочую нить, вытянули ее. И провязали столбик с накидом. Далее у нас идет следующий, должен быть второй изнаночный рельефный столбик. Мы его также провязываем, делаем накид, заводим крючок за полотно, обхватываем этот один столбик, захватываем рабочую нить, выводим ее и провязываем столбик с накидом. Теперь нам нужно здесь провязать лицевые рельефные столбики с накидом 4 штуки. Смотрим внимательно. У нас идет первые 2 столбика. Вот они идут сзади и 2 спереди. Поэтому сначала мы с вами обвязываем 2 задних столбика, а затем 2 передних столбика. Делаем накид и заводим крючок с лицевой стороны
за первый столбик с задней стороны. Вот он. Вот таким образом. Захватываю рабочую нить и провязываю столбик с накидом. Теперь нам нужно также обвязать второй столбик, который находится также за двумя вот этими передними. Я делаю накид, нахожу его. Вот он. Также с лицевой стороны ввожу крючок и провязываю столбик с накидом. Теперь проще. Теперь нам нужно обвязать следующие два вот этих столбика. Они у нас сверху, поэтому проблемы не возникнет. Делаем накид, ввожу крючок вот таким образом, захватываю рабочую нить и провязываю столбик с накидом. И последний, здесь с нашей косички 4-й столбик, вот он. Я также накидываю рабочую нить, вставляю крючок с лицевой стороны и провязываю столбик с накидом. И вот у нас получилось изнаночные столбики, и вот они, лицевые рельефные столбики. Идут в ряд, не перекрещенные. Далее нам нужно провязать 2 изнаночных рельефных столбика. Делаю накид, ввожу крючок за полотном, захватываю рабочую нить. И вот наш первый столбик. И вот остался второй столбик. За полотном. Вот таким образом. Захватила рабочую нить и провязала изнаночный рельефный столбик с накидом. И не забываем про вот эти наши прожилки. Это у нас лицевой рельефный столбик с накидом. Крючок вставляю спереди. Вот мы с вами провязали первую секцию. Давайте повторим еще раз. Итак, нам нужно провязать первые 2 изнаночных рельефных столбика с накидом. Заводим крючок за полотно. И провязали. И еще раз делаем накид за полотно, захватываю рабочую нить и провязываем. Теперь нам нужно провязать 4 лицевых рельефных столбика с накидом. Захватываю рабочую нить, и теперь мы с лицевой стороны должны захватить за стенку наш столбик первый, который находится за вот этими 2 столбиками. Вот он, самый первый. С лицевой стороны вот таким образом мы делаем. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее и провязываем столбик с накидом. Далее делаем снова накид. И теперь нам нужно захватить второй столбик. Вот он находится совсем далеко сзади. Нам нужно его найти и вставить крючок за его стеночку. Вот таким образом. Захватили рабочую нить, вытянули ее
и провязали столбик с накидом. И еще 2 столбика лицевых у нас теперь будут попроще, так как они у нас находятся снаружи. Делаем накид, заводим крючок за первый столбик, вот он. Делаем снова накид и вставляем крючок за последний 4-й столбик с предыдущего ряда, который у нас был лицевой. Вот он. Вот у нас получились эти 4 столбика. Теперь нам нужно провязать 2 изнаночных рельефных столбика с накидом. Набрасываем рабочую нить, заводим крючок за полотно и за первый столбик. Вот таким образом. Захватили рабочую нить, вытянули ее и провязали столбик с накидом. И еще один такой же рельефный изнаночный столбик. Накид, за полотно и провязали. И еще один лицевой рельефный столбик с накидом. Сделали накид, с лицевой стороны ввели крючок и провязали. Далее прошу самостоятельно провязать также все секции до конца ряда, но встретимся с вами вот здесь. Вот я вместе с вами на последней секции 2-го ряда. Нужно провязать сейчас 2 изнаночных рельефных столбика с накидом. Делаем накид, заводим крючок за полотно, за стенку первого столбика. Провязали. И также провязываем 2-й изнаночный рельефный столбик с накидом. Делаем накид, заводим крючок за полотно. Вытягиваем рабочую нить и провязываем столбик с накидом. Здесь мы должны провязать 4 лицевых рельефных столбика с накидом, идущие в ряд. Делаем накид, находим первый столбик, который находится сзади, вставили крючок спереди полотна за стенку первого столбика, захватили рабочую нить и провязали первый лицевой рельефный столбик с накидом. Дальше находим 2-й столбик, который находится очень далеко, но мы с вами молодцы, и мы его нашли. Делаем накид, заводим крючок также спереди полотна за стенку столбика. Захватили рабочую нить и провязали лицевой рельефный столбик с накидом. Продолжаем. Делаем накид, заводим крючок за следующий столбик, который находится, вот он идет снаружи. И провязываем столбик с накидом. И еще раз накид, вставляем крючок с лицевой стороны за стенку столбика и провязываем столбик с накидом. Далее у нас идут
2 изнаночных рельефных столбика с накидом. Делаем накид, вставляем крючок сзади полотна. Вот таким образом. Захватываем рабочую нить, провязываем первый столбик и точно так же провязываем второй изнаночный рельефный столбик с накидом. И теперь нам нужно провязать также вот эту вот нашу прожилку. Это лицевой рельефный столбик с накидом. Делаем накид, вставляем крючок спереди полотна. И провязываем столбик с накидом. Количество столбиков, как видите, у нас не меняется, поэтому просто себя проверяем, чтобы у нас также между вот этими прожилками было точно так же по 8 столбиков. И если все хорошо, мы не совершили ошибку, нигде не пропустили столбика, то соединяем второй ряд. Напоминаю, вставляем крючок под шляпку первого изнаночного столбика рельефного с накидом. То есть вот у нас идет первый столбик подъема, состоящих из 2 воздушных петель, 1, 2, и вот она идет шляпка следующего изнаночного рельефного столбика. И вот за него, под него мы вставляем крючок. Захватываем рабочую нить и протягиваем через 2 петли сразу. И вот мы с вами закончили второй ряд. В третьем ряду мы с вами будем вязать точно так же, как вязали в первом ряду. То есть сейчас у нас в третьем ряду будут снова вот эти перекрещивания. Делаем столбик подъема, состоящих из 2 воздушных петель, 1, 2. Вспоминаем, что в начале ряда мы делаем первый изнаночный рельефный столбик с накидом, заводя крючок за вот эти 2 столбика. Делаем накид и заводим крючок сзади полотна за вот эти вот 2 столбика. За столбик подъема и за первый изнаночный рельефный столбик. Захватываем рабочую нить и вытягиваем ее. Вот мы как бы объединили эти 2 столбика в один. Итак, напоминаю, что так мы делаем только в начале ряда. И провязываем столбик с накидом. Для удобства можно сюда прикрепить маркер, чтобы в следующий раз уже не искать это место. Дальше по рисунку у нас снова изнаночный рельефный столбик с накидом. Делаем накид, заводим крючок сзади полотна. И провязываем столбик с накидом. И теперь вот мы видим наши 4 столбика. И здесь мы с вами будем снова делать перекрещивание. Делаем накид, перекрещивание из лицевых рельефных столбиков с накидом. Отсчитываем 3-й столбик, вот у нас 4, 1, 2, 3. Нас сейчас интересует вот этот 3-й столбик. Мы сделали с вами накид, заводим крючок спереди полотна за стенку столбика 3-го. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее и провязываем первый лицевой рельефный столбик с накидом. Есть. Дальше делаем снова накид. Теперь мы должны захватить 4-й столбик. Вот 3-й мы провязали, вот 4-й столбик.
теперь два предыдущих. Первый вот этот и второй. Сейчас мы будем с вами заводить за первый столбик. Делаю накид, ввожу крючок за первый столбик, захватываю рабочую нить и провязываю столбик с накидом. И у нас остался не провязанный. Вот он, второй столбик. Снова делаем накид и вводим крючок за вот этот второй столбик. И вот наше перекрещивание здесь уже готово. Дальше по рисунку вяжем 2 изнаночных рельефных столбика за полотно. Снова делаем накид за полотно и за последний изнаночный рельефный столбик. И теперь провязываем нашу вот эту прожилку лицевым рельефным столбиком с накидом. Делаем накид, вводим крючок спереди полотна за стенку столбика. Ну и давайте повторим еще разок. Делаю накид, вяжу сейчас первые 2 столбика изнаночных рельефных. Ввожу крючок сзади, вывожу рабочую нить и провязываю столбик с накидом первый. И сейчас я должна провязать еще один изнаночный рельефный столбик с накидом. И сейчас мы с вами делаем снова перекрещивание из 4 лицевых рельефных столбиков с накидом. Вот мы видим с вами эти 4 столбика. Делаем накид, вставляем крючок за 3 столбик, отсчитываем 1, 2, 3. Вот он, за 3 с лицевой стороны. Захватили рабочую нить, вытянули ее. И провязали столбик с накидом. Снова сделали накид, отсчитываем 4 столбик, 1, 2, 3, 4, вот он 4, вставляем крючок с лицевой стороны в 4 этот столбик. И вот у нас осталось еще не провязанные первые 2 столбика. Делаем накид, вставляем крючок за первый столбик. Захватили рабочую нить, вытянули ее и провязали столбик с накидом. И у нас остался второй непровязанный столбик. Делаем накид, вводим крючок за этот второй столбик. И провязываем столбик с накидом. Перекрещивание готово. Далее по рисунку провязываем 2 изнаночных столбика с накидом. Так, завожу крючок сзади, захватываю рабочую нить и провязываю. И делаю последний изнаночный рельефный столбик с накидом. Последний в этой секции. И обвязываем нашу прожилку лицевым рельефным столбиком с накидом.
Очень вас прошу далее самостоятельно провязать все секции до конца ряда. Встретимся с вами вот здесь. И вот я с вами на последней секции третьего ряда. Давайте завершим этот ряд вместе. Делаем накид. Дальше у нас 2 изнаночных рельефных столбика с накидом. Завожу за работу и за первый столбик. Захватываю рабочую нить и провязываю первый изнаночный рельефный столбик с накидом. Делаем также еще раз накид. Сзади завожу за стенку столбика с изнаночной стороны и провязываю второй изнаночный рельефный столбик с накидом. Дальше мы должны провязать 4 лицевых рельефных столбика с накидом, но перекрещенных. Делаю накид, отсчитываю третий столбик, 1, 2, 3, и с лицевой стороны ввожу крючок, вот таким образом, захватываю рабочую нить, провязываю первый лицевой рельефный столбик с накидом, снова делаю накид, отсчитываю четвертый столбик, 1, 2, 3, 4, вот он четвертый, ввожу крючок спереди, но за стенку столбика и провязываю столбик с накидом. И еще нам нужно провязать теперь за первые 2 непровязанных столбика. Делаем накид и вводим крючок за первый столбик. И у нас остался второй непровязанный столбик. Делаем накид, нахожу этот второй столбик, вот он, и ввожу крючок за него с лицевой стороны. Провязала. Далее по рисунку 2 изнаночных рельефных столбика с накидом. И еще один такой же. И не забываем про нашу прожилку. Делаю накид, ввожу крючок с лицевой стороны за стенку столбика и провязываю лицевой рельефный столбик с накидом. Также напоминаю, что количество столбиков мы не меняли. Все так же у нас между вот этих прожилок должно быть по 8 столбиков. Обязательно проверьте себя. И если все верно, мы с вами заканчиваем ряд. Я снимаю маркер, ввожу крючок, захватываю рабочую нить и провязываю сразу через 2 петли. Третий ряд готов. Четвертый ряд у нас будет точно такой же, как второй ряд. То есть там, где у нас идет косичка, мы сейчас будем провязывать ровные лицевые рельефные столбики. Перекрещивания делать не будем. Итак, делаем столбик подъема, состоящих из 2 воздушных петель. Делаем первый изнаночный рельефный столбик с накидом. Делаем накид. Ввожу крючок сзади полотна и обвожу крючком первые 2 столбика. Столбик подъема и первый изнаночный. Вот таким образом. Напоминаю, что делаем мы это всегда только в начале ряда. Вытягиваю рабочую нить и провязываю столбик с накидом. Можно прикрепить маркер.
И нам нужно провязать еще один изнаночный рельефный столбик с накидом. Делаю накид, вставляю крючок сзади полотна, вытягиваю рабочую нить и провязываю столбик с накидом. И здесь напоминаю, что мы сейчас будем с вами вязать как во втором ряду. Делаем накид. Здесь мы сейчас делаем с вами лицевые рельефные столбики с накидом. И вот мы сделали накид, находим первый столбик с предыдущего ряда. Вот они находятся сзади, они у нас утоплены. Находим первый, вставляем крючок с лицевой стороны за стенку столбика. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее и провязываем столбик с накидом. Снова делаем накид, находим второй столбик, самый трудный, нашли его, также вставляем крючок за его стенку с лицевой стороны. Захватили рабочую нить, вытянули ее и провязали столбик с накидом. Снова делаем накид, видим первые вот эти два столбика, которые у нас находятся снаружи. Их провязать проще всего. Вставляем крючок с лицевой стороны за стенку первого столбика, вот он. И у нас последний остался столбик в косичке. Делаем накид, вставляем крючок и провязываем столбик с накидом. Дальше по рисунку у нас два изнаночных рельефных столбика с накидом. Делаем накид, вставляем крючок за полотном, захватываем рабочую нить и провязываем столбик с накидом. И повторяем еще раз. Вводим крючок за полотном, вот таким образом. Захватываем рабочую нить и провязываем столбик с накидом. Дальше у нас идет прожилка. Делаем накид, вставляем крючок с лицевой стороны и провязываем лицевой рельефный столбик с накидом. И вот мы с вами провязали первую секцию. Давайте повторим еще раз. Дальше у нас по рисунку идут два изнаночных рельефных столбика с накидом. Делаю накид, вставляю крючок за полотном, захватываю рабочую нить, вывожу нитку и провязываю столбик с накидом. Делаем точно такой же столбик. За полотном вытягиваю рабочую нить и провязываю. Дальше у нас идут лицевые рельефные столбики с накидом, которые идут у нас ровненько. Делаю накид, нахожу первый столбик, он находится сзади, он у нас утоплен. Ввожу крючок с лицевой стороны и провязываю столбик с накидом. Снова делаю накид, нахожу второй столбик, который находится еще дальше. Вот он. Вставляю крючок также с лицевой стороны и провязываю столбик с накидом. Далее делаю накид. Дальше у нас идет за вот этот столбик. Вставляю крючок и также провязываю столбик с накидом. И остался последний, четвертый лицевой рельефный столбик. Делаю накид, ввожу крючок и провязываю. Дальше по рисунку у нас два изнаночных рельефных столбика с накидом. Накид, вводим крючок за
стенку, но с изнаночной стороны. Захватываем рабочую нить и провязываем столбик с накидом. Повторим еще раз. Накид. С изнаночной стороны вводим крючок за стенку нашего столбика. Захватываем рабочую нить и провязываем столбик с накидом. И провязываем еще один лицевой рельефный столбик с накидом. Это наша прожилка. Делаю накид, с лицевой стороны ввела крючок и провязала столбик с накидом. Продолжаем так вязать до конца ряда. Встретимся вот здесь. И вот я с вами на последней секции 4-го ряда. Давайте закончим ряд вместе. Первый. Второй. Дальше у нас 4 лицевых рельефных столбика с накидом. Делаем накид, находим первый столбик, вот он. Провязываем первый столбик лицевой рельефный. Делаем снова накид, находим второй столбик, самый утопленный. Это второй. Дальше третий столбик. Заводим вот сюда крючок. Делаем снова накид и провязываем 4-й лицевой рельефный столбик с накидом. Дальше по рисунку у нас 2 изнаночных рельефных столбика с накидом. И теперь осталось провязать прожилку. Делаем лицевой рельефный столбик с накидом. Не забывайте себя проверять, желательно после каждого ряда. Если вдруг вы совершите ошибку, меньше придется распускать. Ну и если все верно, мы с вами заканчиваем ряд. Убираем маркер, вставляем крючок туда, где был маркер, захватываем рабочую нить и продеваем ее через 2 петли сразу. И вот мы с вами закончили 4-й ряд. И вот мы с вами вместе провязали первые 4 ряда стенки сумки. Но всего таких рядов у нас должно быть 12 штук. И вот мы продолжаем чередовать эти ряды. Там, где у нас идет косичка, мы либо делаем перекрещивание, в следующем ряду не делаем, делаем, не делаем. Итак, всего у нас должно быть 12 рядов. Так как мы уже 4 с вами вместе провязали, у нас еще осталось 8 рядов. В последнем 12 ряду у нас не будет перекрещивания в косе. Встретимся с вами в конце 12 ряда. И вот мы с вами провязали 12 рядов стенок сумки. А теперь с 13 по 19 ряд мы с вами будем вязать оставшуюся часть сумки, которая будет идти чуть-чуть на сужение. В 13 ряду мы будем перекрещивать нашу косу, но также есть одно отличие. Мы будем делать изнаночный рельефный столбик за 2 вот этих столбика. То есть у нас будет
не по 2 столбика с каждой стороны, а по одному. Сейчас все покажу. Делаем первый столбик подъема, состоящий из 2 воздушных петель. И теперь важный момент. В начале ряда мы помним, что вот эти 2 столбика у нас являются одним столбиком. Поэтому в начале ряда мы сейчас с вами будем обхватывать за 3 этих столбика. Делаем накид, с изнаночной стороны заводим крючок и обхватываем первые 3 столбика. Вот таким образом. Захватываем рабочую нить и провязываем первый столбик с накидом. Здесь, как мы и делали в предыдущих рядах, сейчас будем делать перекрещивание косы. Это вы уже умеете. Делаем накид. Сначала вставляем в 3-ю. Затем в 4-ю. Теперь в первый столбик. И во второй столбик. Теперь нам нужно сделать один изнаночный рельефный столбик с накидом. Делаем накид, заводим крючок за полотно и обхватываем крючком первые 2 столбика вместе. Захватываем рабочую нить и провязываем столбик с накидом. Теперь провязываем нашу вот эту прожилку. Она у нас также никак не меняется. Вяжем лицевой рельефный столбик с накидом. И давайте повторим еще раз. Делаю накид. Завожу крючок за полотно, обхватываю крючком 2 столбика первых, захватываю рабочую нить и провязываю один изнаночный рельефный столбик с накидом. Теперь делаем перекрещивание в косе. Накид, сначала в 3-й столбик, теперь в 4-й, теперь в 1-й, и теперь во 2-й. Сделали перекрещивание. Теперь нам нужно провязать один изнаночный рельефный столбик с накидом. Делаем накид, заводим крючок с изнаночной стороны, обхватываем 2 столбика, захватываем рабочую нить и провязываем изнаночный рельефный столбик с накидом. Теперь провяжем лицевой рельефный столбик с накидом. И так мы с вами вяжем до конца ряда. Заканчиваем вместе 13 ряд. Делаем накид, провязываем один изнаночный рельефный столбик с накидом, теперь делаем перекрещивание в косе. И делаем еще один изнаночный рельефный столбик с накидом.
И теперь лицевой рельефный столбик с накидом. Таким образом, между нашими прожилками в каждой секции у нас сейчас получилось по 6 рельефных столбиков. Всего в ряду получилось 98 столбиков, не считая первый столбик подъема. Если у нас все верно, давайте завершим ряд. Заканчиваем ряд мы точно так же, как и делали до этого. Мы вставляем крючок под шляпку первого изнаночного рельефного столбика с накидом. Вот сюда. Захватываем рабочую нить и продеваем через 2 петли сразу. И вот мы с вами закончили 13 ряд. В 14 ряду количество столбиков у нас меняться не будет. Здесь мы будем также провязывать изнаночные рельефные столбики по одной штучке с 2 сторон, но косу мы будем провязывать не перекрещивая. Сейчас все покажу. Делаем первый столбик подъема, состоящий из 2 воздушных петель. Провязываем первый изнаночный рельефный столбик с накидом. Не забываем, что в начале ряда мы провязываем его за 2 столбика сразу. И сейчас мы будем провязывать лицевые рельефные столбики с накидом без перекрещивания. Нахожу первый столбик и провязываю. Как мы это делали и в предыдущих рядах. Здесь у нас ничего не меняется. И провязываю один изнаночный рельефный столбик с накидом. Завожу крючок за полотно, обхватываю один наш этот столбик и провязываю изнаночный столбик рельефный с накидом. Теперь нам нужно провязать лицевой рельефный столбик с накидом. И давайте провяжем еще разок вместе. Один изнаночный рельефный столбик с накидом. Теперь провязываем косу лицевыми рельефными столбиками с накидом без перекрещивания. Провяжем в этой секции еще один изнаночный рельефный столбик с накидом. Заканчиваем секцию лицевым рельефным столбиком с накидом. И таким образом продолжаем вязать с вами до конца ряда. Вот я заканчиваю 14 ряд. Давайте закончим его вместе. Один изнаночный рельефный столбик с накидом, 4 лицевых рельефных столбика с накидом в ряд не скрещенными. Первый. Второй. Третий. Четвертый, один изнаночный рельефный столбик с накидом,
один лицевой рельефный столбик с накидом. Как я и говорила до этого, количество столбиков у нас не менялось, все так же 98, не считая первый столбик подъема. Я уже прикрепила сюда маркер. Вы помните, в какое место, что это под шляпку первого изнаночного столбика с накидом рельефного. И соединяю 14 ряд. 14 ряд готов. В 15 ряду количество столбиков у нас остается неизменным. Единственное, что меняется, что мы делаем в косе перекрещивание. Делаем первый столбик подъема, провязываем первый изнаночный рельефный столбик с накидом и в начале ряда за 2 столбика, как мы это делали до этого. Теперь вяжем перекрещивание в косе лицевыми рельефными столбиками с накидом. Теперь вяжем один изнаночный рельефный столбик с накидом и завершаем секцию лицевым рельефным столбиком с накидом. Ну, давайте провяжем еще разок. Накид, один изнаночный рельефный столбик с накидом, четыре лицевых рельефных столбиков с накидом, перекрещивание. Один изнаночный рельефный столбик с накидом. Заканчиваем секцию. Один лицевой рельефный столбик с накидом. Итак, мы с вами вяжем до конца ряда. Встретимся в конце. С вами заканчиваю 15 ряд. Провязываю изнаночный рельефный столбик с накидом. Теперь перекрещивание из лицевых рельефных столбиков с накидом. Провязываю изнаночный рельефный столбик с накидом. И лицевой рельефный столбик с накидом. Так как количество столбиков у нас не менялось, на всякий случай еще раз себя проверьте, чтобы все было верно, чтобы у нас между прожилок вот этих было по 6 столбиков в секции. И если все верно, завершаем ряд.
И вот мы с вами закончили 15 ряд. В 16 ряду мы снова будем делать убавки в секциях. Изнаночные рельефные столбики у нас остаются неизменными, также по одной штучке с каждой стороны косы. Но теперь мы будем убавлять саму косу. В косе нам нужно оставить 2 лицевых рельефных столбика с накидом. Сейчас покажу как. Делаю первый столбик подъема, состоящий из 2 воздушных петель. Первый изнаночный рельефный столбик с накидом я также провязываю в начале ряда за 2 столбика вместе со столбиком подъема. Можно прикрепить маркер для удобства. А теперь делаем следующим образом. Делаем накид и провязываем первый лицевой рельефный столбик с накидом за первый столбик с прошлого ряда. Вот мы нашли его. Провязали. Второй столбик в косе, который у нас находится за вот этими 2 столбиками, мы не трогаем. Теперь делаем снова накид и провязываем лицевой рельефный столбик с накидом за вот эти последние 2 столбика вместе. Теперь провязываем изнаночный рельефный столбик с накидом. Теперь провязываем 1 лицевой рельефный столбик с накидом. Таким образом, между нашими вот этими прожилками у нас теперь остается по 4 столбика в секции. Напоминаю, что первый столбик подъема у нас за столбик не считается. И давайте провяжем еще одну секцию вместе. Делаю накид и провязываю изнаночный рельефный столбик с накидом. Теперь делаем убавки в косе. Делаю накид, провязываю первый рельефный лицевой столбик с накидом за первый столбик в косе. А теперь я провязываю лицевой рельефный столбик с накидом за вот эти 2 передних столбика в косе с предыдущего ряда. Захватываю рабочую нить и провязываю столбик. Теперь нужно провязать изнаночный рельефный столбик с накидом. И провяжем нашу прожилку лицевым рельефным столбиком с накидом. Так мы с вами вяжем до конца ряда. Встретимся здесь. Завершаем с вами 16 ряд вместе. Делаю накид. Провязываю 1 изнаночный рельефный столбик с накидом. Теперь делаю убавки в косе. Накид. Провязываю лицевой рельефный столбик с накидом сначала за первый столбик с предыдущего ряда. А теперь провязываю лицевой рельефный столбик с накидом за 2 вот этих верхних столбика с предыдущего ряда. Теперь провязываем изнаночный рельефный столбик с накидом. И завершаем этот ряд лицевым рельефным столбиком с накидом.
В 16 ряду у нас получилось 70 столбиков. Первый мы, напоминаю, что не считаем за полноценный столбик. Между прожилок вот этих у нас должно быть сейчас 4 столбика. Проверяем себя, если все верно, соединяем ряд. И вот мы с вами завершили 16 ряд. В 17 ряду количество столбиков у нас остается неизменным, также остается 70 штук. Единственное, что меняется, мы сейчас будем нашу косу перекрещивать из этих двух лицевых рельефных столбиков. Мы их будем вдвоем провязывать крест-накрест. Изнаночные рельефные столбики остаются неизменными. Сейчас все покажу. Делаем первый столбик подъема, состоящий из двух воздушных петель. Теперь провязываем первый изнаночный рельефный столбик с накидом. В начале ряда мы это делаем за 2 столбика, за изнаночный и за столбик подъема. Провязали, прикрепляем маркер для удобства. Теперь нам нужно провязать нашу косу, состоящую из двух лицевых рельефных столбиков с накидом, но на перекрещивание. Делаем накид и теперь вставляем крючок с лицевой стороны за стенку второго столбика. Вот у нас первый, вот второй. Провязали. Теперь делаем накид и провязываем за стенку первого столбика в косе. Теперь провязываем изнаночный рельефный столбик с накидом. И теперь вяжем нашу прожилку лицевым рельефным столбиком с накидом. И давайте провяжем еще одну секцию вместе. Делаем накид, вяжем первый изнаночный рельефный столбик с накидом. Теперь делаем перекрещивание в косе из лицевых рельефных столбиков с накидом. Провязываем сначала за второй столбик, вот сюда. А теперь за первый столбик. Теперь провязываем изнаночный рельефный столбик с накидом. И провязываем нашу прожилку лицевым рельефным столбиком с накидом. Далее провяжите, пожалуйста, самостоятельно. Встречаемся здесь. Заканчиваем 17 ряд вместе. Провязываем изнаночный рельефный столбик с накидом. Теперь провязываем нашу косу. Изнаночный рельефный столбик с накидом и лицевой рельефный столбик с накидом. Напоминаю, что количество столбиков у нас не менялось в этом ряду. Обязательно проверьте себя, и если все верно, соединяем 17 ряд. И вот мы с вами завершили 17 ряд. И вот мы почти с вами на финишной прямой. В 18 ряду
Количество столбиков у нас тоже остается неизменным, 70 штук. Между вот этими вот рельефными нашими прожилками у нас должно также оставаться 4 рельефных столбика. 2 изнаночных и 2 лицевых в косе. Но в 18 ряду нашу косу мы перекрещивать не будем. Будем провязывать ровные столбики. Сейчас все покажу. Делаем первый столбик подъема, состоящий из 2 воздушных петель. Теперь провязываем изнаночный рельефный столбик с накидом. Надеваем маркер. Теперь провязываем 2 лицевых рельефных столбика с накидом в косе. Сначала мы продеваем за первый столбик, который самый дальний. И теперь провязываем за столбик, который идет снаружи. Теперь провязываем изнаночный рельефный столбик с накидом. Теперь прожилка из лицевого рельефного столбика с накидом. Давайте провяжем еще одну секцию вместе. Изнаночный рельефный столбик с накидом. Теперь наша коса. Делаем накид, провязываем лицевой рельефный столбик с накидом за столбик с предыдущего ряда в косе, который находится за вот этим столбиком. А теперь мы его провяжем, следующий столбик, за вот этот столбик, который находится сверху. Теперь изнаночный рельефный столбик с накидом. И лицевой рельефный столбик с накидом для нашей прожилки. Дальше вяжем самостоятельно, встречаемся здесь. Заканчиваем вместе 18 ряд. Провязываю изнаночный столбик рельефный с накидом. Теперь нашу косу лицевыми рельефными столбиками с накидом. Изнаночный рельефный столбик с накидом и лицевой рельефный столбик с накидом. И закрываем 18 ряд. Восемнадцатый ряд готов. И вот мы с вами уже провязали все ряды по плану, которые у нас должны были быть. И я предлагаю провязать еще 19 ряд, чтобы это был красивый рельефный край сумки. У меня есть вот такая фурнитура для ручек сумки. И я собираюсь привязать их вот сюда к краям сумки. Делать я это буду одновременно с провязыванием 19 ряда. Если такой фурнитуры у вас нет, ничего страшного, ручку тогда будем привязывать за край сумки. Но так как у меня фурнитура есть, я, пожалуй, ее привяжу. Как я это делаю? Я отмеряю, вот у меня начало ряда, это у меня будет серединка и задняя часть сумки. Теперь отмеряю наши секции. У меня должно быть 6 секций наших, провязанных с косичкой сзади, 6 спереди
и по 2 секции по бокам. И за вот эти вот 2 секции по бокам я и буду привязывать нашу фурнитуру. Нашла я эти 2 секции и просто прикрепляю маркер, чтобы не потерять и не пройти дальше. 1, раз, 2, 3, 4, 5, 6. Вот она косичка. Давайте приступим к вязанию 19 ряда. Делаем один столбик подъема из одной воздушной петли. Теперь вставляем крючок вот сюда, под шляпку первого изнаночного рельефного столбика с накидом. Захватили рабочую нить. Теперь перекручиваем наш крючок с петлями против часовой стрелки. Захватываем рабочую нить и провязываем через эти 2 петли с крючка вместе. Есть. Можем надеть сюда наш маркер. И продолжаем так вязать, вводя крючок под шляпки каждого столбика с предыдущего ряда. Накид мы не делаем, мы делаем просто обычные столбики без накида. Я вставляю крючок вот сюда, захватываю рабочую нить, поворачиваю крючок, захватываю рабочую нить и провязываю через эти 2 петли сразу. Снова вставляю крючок, захватываю рабочую нить, повернула крючок, захватила рабочую нить и провязала. И вот мы приблизились к секции, куда я буду привязывать фурнитуру. Пока что без изменений я нашу прожилку провязываю. И теперь мы должны ввязать сюда фурнитуру. Вставляю крючок в фурнитуру, но таким образом, чтобы она висела с изнаночной стороны внизу, вот так. Захватываю рабочую нить, и также прокручиваем крючок. Снова захватываем рабочую нить и провязываем через 2 петли сразу. Дальше вставляем крючок в следующий столбик. Вот развернули наш крючок, он вот так находится. Главное держать его с изнаночной стороны. Дальше вставляю крючок под шляпку лицевого первого рельефного столбика и под фурнитуру. Захватываю рабочую нить, вывожу ее,
прокручиваю крючок, захватываю рабочую нить и провязываю через 2 петли сразу. Идем дальше. Вставляю крючок под шляпку второго лицевого рельефного столбика, также фурнитуру, захватываю рабочую нить, перекрутили, захватили рабочую нить и провязали. Теперь вставляем крючок под шляпку последнего изнаночного рельефного столбика, также вставляем за фурнитуру вовнутрь, захватываем рабочую нить, выводим, перекручиваем крючок и провязываем 2 петли вместе. Теперь идет наша прожилка. Вставляем крючок. Здесь уже фурнитуру не трогаем. Захватили рабочую нить, прокрутили и дальше вяжем до следующего места, где у нас будет расположена фурнитура для ручек сумки. И вот я уже вот столько провязала. Это начало ряда. Мы здесь вплели с вами первую фурнитуру. И вот я дошла до следующей секции, где нужно также вплести мою фурнитуру. Теперь вставляю крючок под шляпку изнаночного рифленого столбика, беру фурнитуру, вешаю вот таким образом на крючок и оставляю с изнаночной стороны. Захватываю рабочую нить, прокручиваю крючок, снова захватываю рабочую нить и провязываю через эти 2 петли. Теперь вставляем крючок в шляпку лицевого рифленого столбика, также фурнитуру, захватываем рабочую нить, прокручиваем крючок, захватываем рабочую нить и провязываем через 2 петли сразу. Вставляем крючок под второй лицевой рельефный столбик с накидом, под шляпку. Снова вставляем крючок в фурнитуру, захватываю рабочую нить, прокручиваю крючок, захватываю рабочую нить и провожу его через 2 петли сразу. Теперь вставляю крючок в шляпку изнаночного рельефного столбика с накидом, также все еще фурнитуру, захватываю рабочую нить, прокручиваю, снова захватываю рабочую нить и провязываю через 2 петли сразу. Вот мы вплели фурнитуру. И теперь продолжаю вязать до конца ряда. Вот мы дошли с вами до конца 19 ряда. Теперь обрезаем нить. Вытягиваем ее из петли.
Теперь берем иглу, вставляем в нее наш кончик нити. Убираем маркер. И соединяем 19 ряд. Теперь нам осталось спрятать кончик нити вот здесь, в изнаночной стороне. И давайте сделаем это. Чтобы шнур не распускался, лучше, конечно, кончик нитки подпалить зажигалкой, чтобы вот такой истории, как у меня сейчас, не было. И вот мы с вами завершили последний 19 ряд сумки, вплели сюда фурнитуру для будущих ручек и переходим к следующему этапу. И теперь мы с вами будем делать застежку для сумки. У меня есть вот такие магниты, застежка на магните. Я покажу, как сделать ее, прикрепить изнутри. Но если у вас такой нет, вполне можно найти какую-нибудь красивую пуговицу, пришить ее спереди, сделать сзади петлю из воздушных петель, и это тоже будет смотреться очень-очень красиво. На этом этапе я покажу, как сделать магнитную застежку на сумку. Если у вас такой нет, то смело пропускайте этот шаг. Наша магнитная застежка состоит из двух вот таких частей. Одну я уже подготовила. Нам необходимо связать вот такую вот подложку. Я ее связала просто поворотными рядами, используя столбики без накида. Давайте для второй части сделаем ее вместе. Я беру нашу нитку, из которой мы вязали сумку. И сейчас нам нужно набрать 5 воздушных петель плюс одну петлю для подъема. 1, 2, 3, 4, 5 и шестую делаем для подъема. Есть. Теперь вяжем первый ряд. Так как я и говорила до этого, мы будем вязать поворотными рядами, столбиками без накида. Вставляю крючок во вторую петлю. 1, 2, вот она вторая. Это у нас первый столбик. Второй столбик. Третий. Четвертый. И пятый. Теперь нам необходимо сделать еще один столбик подъема. И разворачиваем вязание и вяжем второй ряд.
1, 2, 3, 4, 5. Второй ряд закончили, делаем еще один столбик подъема, разворачиваем вязание и вяжем третий ряд. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем еще один столбик подъема, разворачиваем вязание и завершаем последний ряд, делаем четвертый. 1, 2, 3, 4 и 5. Вытягиваем нитку, обрезаем ее и вытягиваем ее из петли. Слишком короткую не обрезайте, потому что нам нужно будет этой ниткой пришить к сумке. Напоминаю, что мой магнит примерно 2 сантиметра, чуть меньше, 1,7. И для моего магнита вполне достаточно вот такая подложка. Если у вас магнит другого размера, то уже, пожалуйста, подбирайте размер самостоятельно. Так, напоминаю, что магнит у меня чуть меньше 2 сантиметров, 1,7. Подложку я для него сделала размером 3,5 на 2,5. Если у вас магнит другого размера, большего или меньшего, то, пожалуйста, подберите уже размер вот этой подложки самостоятельно. Теперь нам нужно прикрепить магнит к нашей подложке. Вставляем вот эти усики. И теперь нам нужно загнуть вот эти усики, используя плоскогубцы. И вот наши части готовы. Теперь нам необходимо их пришить к сумке. Одну вот сюда, вторую сюда. Давайте одну часть пришьем вместе, вторую вы уже пришьете самостоятельно. Берем ее, берем нитку, вставляем ее в иглу. Находим место, куда мы хотим пришить наш магнит. Сильно низко я его пришивать не хочу. Ну, допустим, пусть будет здесь.
И вот мы с вами обвязали по кругу, снаружи этого никак не заметно. И теперь все, что нам нужно, это спрятать кончики. И вот один магнит мы уже пришили, вторую часть пришейте, пожалуйста, самостоятельно. И вот мы с вами закончили почти все этапы. Мы с вами пришили магнит. И теперь нам осталось связать ручку. Переходим к следующему этапу. Переходим с вами к следующему этапу. Вяжем ручку. Ручку я буду привязывать сейчас к фурнитуре. Если у вас ее нет, то привязывайте сразу к краю сумки. Приступим. Я вставляю крючок, захватываю рабочую нить, и теперь нам с вами необходимо провязать цепь из воздушных петель той длины, которая вам необходима. Я для себя решила, что моя ручка будет 110 сантиметров. Я хочу длинную ручку. Но вы вяжите, пожалуйста, по своему желанию. Вяжем цепь, и когда вы провяжете нужной длины, встречаемся с вами здесь. Я покажу, как ее сюда прикрепить, и мы перейдем с вами к следующему этапу. Будем дальше продолжать обвязывать ручку. И вот я провязала цепь нужной мне длины. В моем случае это 110 сантиметров в растянутом виде. Я примеряла сумку на себя, смотрела, как цепь тянется, и выбрала для себя оптимальный вариант. Теперь наша задача посмотреть, чтобы цепь не была перекручена, и пришить другой конец к другому краю сумки. И вот мы с вами развернули нашу цепь, посмотрели, что наша ручка нигде не перекручивается. И теперь нам нужно привязать ее ко второй части сумки. Вставляем крючок, захватываем рабочую нить и теперь протягиваем эту петлю через эту сразу. Есть. Теперь вытягиваем немного петлю, убираем крючок. И вот эту петлю протягиваем обратно вот таким образом. Развернули косичку так, чтобы наша коса смотрела в обратную сторону перемычками вверх. Вставляем обратно крючок, подтягиваем петлю. И теперь нам нужно провязывать полустолбики через перемычки. Находим первую перемычку, вот она, подцепляем ее крючком, возможно, придется взять крючок поменьше. Захватываем рабочую нить и продеваем через 2 петли сразу.
Снова находим следующую перемычку. Вот она. Вставляем туда крючок. Захватываем рабочую нить и продеваем через 2 петли сразу. И так продолжаем до конца нашей ручки. Продолжаем так вязать. Встретимся вот здесь. И вот мы с вами провязали уже вот такой джут. Дошли до края. И теперь провязываем следующий этап. Вытягиваем опять немножечко петлю. Теперь поворачиваем одной косичкой вверх и продеваем за заднюю стенку петли. Продолжаем так вязать до другого конца ручки. И вот мы с вами дошли до конца. Обрезаем нить. Берем, вытягиваем петлю полностью, берем иглу, и теперь нам нужно спрятать кончик нити. Обвяжем покрепче. А теперь прячем кончик.
И вот такая ручка у нас получилась. Нам осталось спрятать кончик нитки с другой стороны. И вот наша ручка готова. Вот мы с вами закончили вязать ручку. Вы также можете прикрепить сюда какую-нибудь кисточку или бусинки. Это все будет украшением сумки. Рекомендую также провести ВТО, то есть отпарить нашу сумку. На этом все. Если мастер-класс был полезным для вас, то подписывайтесь и ставьте лайк. С вами была Александра. Пока-пока!